Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу представить вам котлетки. Обычные котлеты, которые раньше все мы в детстве кушали из свинины. И будут они обжарены в панировочных сухарях. Так сегодня я решила. Обычно я делаю, бывает вообще без панировки, бывает панирую в муке. Но сегодня у меня есть сухарики, поэтому я буду панировать в панировочных сухарях и делать старый добрый рецепт настоящих котлет. Я даже попытаюсь восстановить, воссоздать их форму с остренькими кончиками. Вот. Мой дедушка еще сверху умудрялся сделать ромбики, но он профессионал. У меня ни разу в жизни так не получилось. Оно у меня все равно гладкое сверху выходит после жарки. Но тем не менее мы будем стараться изобразить так, как надо. Начнем. Что нам надо для этого? Посуду, соответственно. В одной миске я буду замачивать хлебушек в молоке, в теплом молоке. Лучок, чесночок, яйца, сало, непременно сало для сочности, я буду перемалывать вместе с мяском. Панировочные сухарики, соль, перец, молоко непосредственно, подсолнечное масло, сковорода и кастрюлька, куда я буду складывать эти котлеты. Сегодня у нас на ужин будет у нашей семьи котлетки с вермишелью, как раньше было в столовых. Но думаю, что более вкусно. Приступим. Я сначала подогрею молочко. Здесь у меня будет хлеб в молоке. Нарежу мяско. Буду перемалывать его вместе с чесноком и салом. Часть лука будет перемолота в мясорубке, а одна луковица будет непременно порезана кусочками. Так учил меня мой дедушка. Он говорил, что в настоящих котлетах лук должен быть резаным. Он дает сочность и аромат. Так приступим же. Я сейчас буду нарезать мяско и подогрею молоко, чтобы запарить хлебушек. Лучок надо резать не очень крупно. Те, кто не любит резанный лук в котлетах, вы можете это не делать. Но у меня такой рецепт, и он имеет место быть. Но вот смотрите, пожалуйста, вот кусочки, вот такие, они не должны быть огромными. И они придадут мяску сочность, нежность, аромат, и будет очень-очень вкусно. А по правде сказать, когда вы кушаете эти котлетки вот с таким луком, он даже там не чувствуется. Он не хрустит, он не мешает. Вы кушаете ароматную вкусную котлету. Когда я была ребенком, у меня была бабушка, прабабушка, и когда они жарили котлеты, мы прибегали с детворой. Грязные, замусоленные, руки грязные. Естественно, мы боялись, что нас сейчас погонят мыть руки. Или вообще загонят в дом и не пустят гулять. Вот, поэтому мы залетали. Нам кричали: мойте руки. Мы быстро их там как-то водой размазывали эту грязь. Поэтому нам котлету горячую, с пылу, с жару, заворачивали в тетрадный лист, чтобы мы не обожглись. И каждому, несмотря на то, что я захожу во двор со своими друзьями, вот сколько бы друзей я не привела с собой, вот мы гуляем, ребята, во дворе, каждому было выдано по котлете в тетрадном листочке. И мы убегали снова играть, бегать. Это было у дедушки в деревне, это были золотые моменты, незабываемые, очень сильно ностальгирую. Вот такие котлеты именно и я пытаюсь воссоздать. Надеюсь, что у меня получится.
хлебушек практически все молочко вобрал в себя. Когда мы будем перемалывать мясо, не надо его сильно отжимать. Мы потом будем отбивать наши котлетки, и это молоко, оно объединится с белком, которое в мясе, вот, и тоже даст им больше сока. Они внутри будут очень-очень сочные и очень вкусные. Ну вот так вот. Вы можете больше налить молока, чтобы хлеб плавал в нем. Но зачем? Этого довольно. Вот если прижать, вот оно там молочко это есть. Вот. Главное, чтобы он был мягенький, размяк. Если использовать для этих котлет надо либо булку-саечку, как раньше была свеженькая булка, либо свежий батон. И хлеб на ваше усмотрение. Если вы любите, чтобы было очень мало хлеба, а чисто мясные, как бургеры почти, ну, меньше хлеба кладите. Я кладу классический вариант. Ну, у меня получается чуть меньше 1/3 фарша этого хлебушка. 2/3 мяса, 1/3, чуть меньше 1/3 хлеба с молочком. Вот и все. Ну что же, я буду приступать к перемалыванию этого мяса. Вот прям сюда буду его молоть. Я просто отодвигаю вот так вот место для фарша, а это мяско запускаю сюда. Все, приступим. Этот лучок, он уже в фарш добавляется, он не перемалывается. Вот есть лук, который будет на мясорубке проходить обработку. И хлебушек тоже я пропускаю вместе с фаршем, чтобы там не осталось на корочке никаких кусочков корочки, чтобы он в однородную массу весь перемололся. Вот поэтому я его перемалываю в мясорубке. Смотрите, сколько получилось фарша. Вот. Красивый, хороший фарш. Здесь беленькое – это частички хлеба с молочком. Оно все будет красиво и однородно. Мы сюда отправляем наш лучок. Я одела перчатки, чтобы потом можно было хорошо отбивать фарш. Отправляю сюда лучок. Чеснок уже там перемолот, уже все там. Смотрите, у меня осталось немножко молочко. Я, когда уже сделаю, вымешу этот фарш, я буду смотреть, надо ли его туда добавить. Бывает так, что я добавляю для сочности. Теперь смотрите, обычный черный молотый перчик. Посыпаем по вкусу, по вкусу. Как любите, так и сыплете. Соль. Вот. Какая-то мне попадается иногда соль не соленая. Такое бывает. И немножко свежемолотого перца. Ассорти из перцев. Здесь и белый, и красный перец, и черный. Разные. Вот для усиления аромата. Он дает такой свеженький, приятный аромат. Все. Вот это все. Лишнее мы убираем. Да пусть стоит, оно никому не мешает. Вбиваем 2 яйца на такую вот миску. И что я вам хочу еще поделиться таким, не знаю, это лайфхак, так модно сейчас называть, лайфхак. Вот, мы когда в молодости учились, все же учились, некоторые, большинство людей знают, что такое общежитие. И у нас не всегда в общежитии был полный набор для котлет. Иногда то яиц нету, то молока нету. Вот. И мама моей подружки нас научила, как в такой ситуации можно выйти из положения. Значит, яйца можно заменить мелко-мелко натертым картофелем. И мы пробовали, действительно получается обалденно вкусно. Этот картофель делает котлеты такими
знаете, пышными, такими толстенькими и очень-очень хорошо держит фарш в кучке. Он не рассыпается. Вот, получается, это потрясающе получается. Но у меня сегодня есть яйца, я решила делать традиционный рецепт, поэтому я добавила 2 яйца. Но я смотрю, что на такое количество фарша довольно ли этих яиц. Будем надеяться, что хватит. Сейчас будем смотреть. Надо хорошо-хорошо размешать, а затем брать фарш и отбивать. Ну, когда я отбиваю фарш, у меня даже потолок бывает иногда в фарше, поэтому я теперь прикрываю рукой и отбиваю. Да, как-то, когда я ляпала этот фарш, поднимаю голову, а у меня под весь потолок в этом фарше. И такое было. Ну что же, бывает, ничего страшного. У меня какой-то попался кусочек лука крупный. Я должна его обязательно порезать. Не надо, чтобы там какие-то куски в фарше были большие. Он должен быть весь одинаковый. Вот когда вы его хорошо-хорошо перемешали, дайте ему постоять буквально 5 минут. Буквально 5 минут, чтобы вот мясо вобрало в себя молочко и вот этот хлебушек, чтобы он не был жидким. Вы убедитесь, что он через 5-10 минут он станет уже таким вязким и суховатым. Он не будет мокрым. Вот. И ой, пахнет очень вкусно. Уже сейчас пахнет очень и очень вкусно. Ну, я вот думаю, ребята, даже не знаю, может еще одно яйцо добавить. Столько много получилось фарша, что не распадутся ли мои котлеты. Не знаю даже. Сейчас посмотрю. У меня есть в холодильнике еще другие яйца. Они немножко не такие крупные. Я все же одно еще маленькое яйцо сюда добавлю, потому что вот это у меня миска 7-литровая, 7 литров. А мясо здесь 2,5 килограмма. Это свиная лопатка. Вот. Ну, плюс здесь еще хлебушек, лучок. Я думаю, что одно яйцо я все же сюда маленькое добавлю. Вот такое. Смотрите, какой чудный фарш получается. Вот он весь хорошенький. И смотрите, когда я его сейчас подниму, как он уже с молоком подружился и какой он становится внутри. Когда хорошее мясо, видите, все уже, он уже сухой, уже нет этой влажности, как было в начале, когда только мы перемололи. Смотрите, какой он. Видите, он весь вот такой. Но когда мы еще отобьем его, он вообще станет обалденный. Сейчас мы будем его отбивать с вами. Пока что я считаю, что молока сюда добавлять не надо. Я возьму другую миску, потому что это полна этим фаршем. И мне негде его вот так вот бросать. Вот так надо бросать. Вот так, с таким звуком. Надо хорошо ляпнуть его. Очень хорошо. И тогда свяжутся все эти белки и от молока, и от хлеба, и от мяса. Они подружатся все хорошенько, объединятся, и будет очень и очень вкусненько. Я возьму другую мисочку и будем отбивать фарш. Вот берете комочек фарша и так, чтобы на потолок не летело, чтобы кухню потом не надо было ремонтировать, и ударяете сильно о миску, о дно миски. Придерживайте вот так ручку, чтобы туда не летел фарш. И вот так. Смотрите, как он расплюскивается. Вот так он расплющится. Берете его еще один раз. Опять в комочек. И опять. Видите? И с каждым ударом он будет все более таким вязким, все более таким вот каким-то, даже не знаю, как это сказать.
Надо с силой ударять. Это все равно, что отстаивать дрожжевое тесто, для того, чтобы подружилась и мука отдала всю свою клейковину для хорошего теста. Точно так же и фарш надо отбивать. Ну что же, фарш я отбила с малыми потерями. Ничего у меня на потолок не попало. Но, тем не менее, это хорошо, когда снимают шоу на арендованной студии, и там молотят, оно летит, но они же сами кухню не убирают, а нам приходится самим это все делать. Но я все равно постаралась. Посмотрите, я сейчас покажу поближе, какой получился чудный фарш. Здесь, боже мой, здесь и текстура, и фактура, и структура. Все слова можно применить к этому замечательному фаршу. Он отстоялся. Пока он постоял, я сварила вермишелку. Вот. А сейчас пожарим котлетки и будем вкусно ужинать. Я подготовила сухарики. Вот они у меня уже на досточке, на доске. Рассыпала на досточку их. Ох, какой красавец! И как он пахнет, если бы вы знали. Здесь раскрылся и чесночок, и перчики. Очень вкусно пахнет. Вот так я заготовила эти сухарики. Холмик здесь, а немножечко посередине выровняла так вот площадочку из сухариков. И буду делать котлеты. Я очень постараюсь сделать котлетку. Вот я набираю ложку столовую, настоящую столовую ложку с горой, чтобы котлетина, ну вот прямо в руке вы чувствовали, что это котлета, а не лепешечка какая-то маленькая, не тефтелька, а что это котлетка. Вот она должна быть вот такой формы по стандарту из старых кулинарных книг, она должна быть вот такой формы. И мой дедушка, когда обмакивал эти сухари, он еще умудрялся делать вот такие вот рельефы. Она у него вот так получалась. У меня ни разу не получилось так. Ни разу. Сколько я ее не выдавливаю рельефы, у меня никогда они не получались. Вот такие после жарки. Сейчас они есть, но когда она пожарится, она просто плоская. И вот с помощью ножа, у меня нож здесь не зря лежит, видите, я положила эту котлетку сюда, вот, если это можно показать поближе, и начинаем ее с помощью ножа, вот сверху присыпаем сухариками, хорошо обволакиваем по бокам, создаем форму. И с помощью ножа мы ее берем и так, оп, на другую сторону, сохраняя ее вот эту форму, где у нее острые кончики, и это настоящая котлета. И вот так требуется некоторое мастерство, но ничего, нам удалось. Хорошо по бокам притрусили, и опять с помощью ножа, оп, 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 все, наша котлетка готова. Мы откладываем ее в сторону. Надо заготовить несколько штук. Такое количество, которое поместится на вашу сковороду. Вот, допустим, у меня помещается 5 штук. Значит, я заготовлю 5 штук и буду обжаривать. Снова набираем ложечку с горкой. Стараться так, чтобы они приблизительно были одинаковы, чтобы они обжарились одновременно и равномерно. Чтобы не было так, что одна котлетина уже готова, а другая еще сырая. Одна здоровенная, одна маленькая. Вот. Если вы стремитесь, конечно, к какой-то эстетике, а если нет, вы можете просто кругляшки быстренько налепить, и все, и котлетки будут тоже котлетками, только круглыми. Но это уже не котлетки, это называется как-то по-другому. Собственно, котлеты придуманы вот такой формы. И раньше они считались, эта форма считалась их стандартом. Так они изображены в книгах. У меня кулинарная книга есть. Вот. И я не поленилась, заглянула
сверила свои знания, вспомнила. И там действительно отображены котлеты вот такой формы. И, кстати, они тоже, на них есть вот эти вот рельефы, которые мне никак не удаются. Вот уж не знаю почему, но получаются вот такие красивые котлеточки. Оп, раз, 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 раз. И вот вторая котлетка готова. Прекрасно. Я думаю, мне удастся их такими же красивыми и пожарить. И вот так мы их выкладываем, готовим все котлетки, заготавливаем. Вот такие хорошие котлетки. Старый рецепт. Можно сказать, это ГОСТ советского периода. Ну что ж, долепила я котлеток. Сделала ровно 5 штук. Сейчас будем их жарить. Надо включить нашу плиту. Сейчас сковородка нагреется, нальем маслечко и будем жарить. Будем орудовать лопатками, вилками, чтобы сохранить эту форму, постараться. Я думаю, все будет окей. Наливаю маслечко. Жарить надо на среднем огне, не на низком, чтобы они не варились, не вытекал сок из них, а чтобы они схватились. Вот. И для свинины температура должна быть чуть выше среднего. Котлетки прожарятся, вы можете не переживать. А если вы любите более мягкие котлетки, вы тогда складываете в сотейник или в стеклянную форму. Хотите, на противень просто в духовке 10 минут, пусть дойдут. Либо в кастрюльку добавить буквально там 30 грамм водички, 30 граммов, не больше, ну там, чтобы на дно она попала. Накрыли крышечкой и на медленном огне 10 минут. Они пропарятся, эта вода уйдет, и у вас будут мягкие котлеты. Но я иногда так делаю, если они без панировки. Или панировка – это мука. А в сухарях я так не делаю. В сухарях я могу довести, если это необходимо, мне захотелось так. Я могу в духовочке 10 минут на среднем где-то там 180, 170, 180 градусов, но не более 10 минут. Вот и все. Но это так, они в этом не нуждаются. Но тем не менее, иногда хочется чего-то такого, особенно если посмотришь какую-то кулинарную передачу, и хочется тоже повторить. И вот так происходит. У меня греется маслечко. Кастрюля у меня подготовлена, куда я буду готовые котлеты складывать. Возможно, это не лучший вариант. Может быть, надо было взять что-то более широкое и складывать туда котлеты. Но я хочу, чтобы они в кастрюле без огня, без ничего, а от собственной температуры пропарились. И все. А когда их там наберется побольше, они хорошо пропарятся внутри. Вот и все. А если хотите хрустящую корочку оставить сверху, выкладывайте на какой-нибудь поднос или тарелку, и пусть они так вот и остывают. Самое вкусное, конечно, прям со сковороды скушать, как в детстве. Все, я полагаю, масло нагрелось, я могу убавить огонь до среднего. Вот так вот мне будет довольно. И будем выкладывать. Выкладывать точно таким же образом. Мы широким ножом или лопаточкой плоской подхватываете вот снизу, чтобы сохранить форму. И точно так же переносите эту котлетку на сковороду. И все, с ножа аккуратненько опускаете и вот так. Оп! Вторую запустим. Вот так. Лишние сухарики убираем. Вот так. И запускаем вторую.
милые мои дорогие, хорошие люди, мои любимые подписчики. Именно что обращаюсь к тем людям, которые подписались на мой канал, и те, которые ставят лайки. Я безгранично вам благодарна за это. Вы умеете ценить чужой труд, а значит, вы знаете, что это такое, и значит, вы такие же труженики. У вас нет зависти, у вас есть доброта, искренность. Вы способны пожелать другому человеку что-то хорошее, здоровья, успехов. Я безгранично вас благодарю. Это взаимно. Я искренне и глубоко вас уважаю, дорогие мои люди, которые находят время оценить и мой труд. Всегда вам рада. Милости прошу, заходите на мой канал. Будет много интересного. Это прекрасное блюдо я посвящаю и вам. И я бы очень хотела, чтобы вы сделали эти котлетки очень вкусные, сочные. Не хотите кушать с приборами? Скушайте, как мы ели в детстве. Просто кусок хлеба и горячая свежая котлетка. Я непременно съем, буду вкушать с мыслями о вас и с глубокой благодарностью к вам, дорогие мои, добрые, милые люди. Давайте посмотрим, какая она внутри, эта котлетка. Если бы я могла спросить у вас, какую из них вы хотели бы, чтобы я разломала? Не знаю, может нижнюю, может верхнюю, может быть это на нее вермишель нацеплялась. Но давайте разломаем и глянем, что там внутри. Вот какая она внутри. Посмотрите, сколько в ней сока. Если можно это увеличить, чтобы это было видно. Посмотрите, как сок течет мне на руку. Вот такие котлеты должны быть. Вот такие сочные. И вы аромата, конечно, камера не передаст, но тем не менее, вот это и есть наши вкусные котлеты из детства. Такая прелесть. Приятного и вам аппетита. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.